Это нельзя чинить, это на выброс, конечно. Изменить. 1976 года, то есть сама компания основана в 1976 году, поэтому порядка 50 лет они этим занимаются. Снизит нагрузку на борт и, соответственно, снизит риск что-то там повредить. Защиту от дебилов. Очень классная мысль, хорошо, что ее внедрили в станок. Физкульт, привет из Великого Новгорода. Медведь приехал опять в гости к Гар-Трейд, к старому знакомому товарищу Виталию и к новому знакомому товарищу Денису. Перейдем к практике, пока у нас есть еще настроение и все такое. Поехали сюда, ближе к станочку. То есть, чтобы поберечь вот эти спины, варикозы, не наращивать и все вот это предотвратить, чтобы шиномонтажники жили дольше, богаче, лучше, чем продавцы, есть у нас хороший вид. Нажимаем педаль, просто застаю. Правильно, я вот не люблю вот эти вещи, когда вот педали так жмут, как в балете, в третьей позиции. Нажимаем педаль, поехало колесико наверх. Скорость и усилие. Да, скорость поднятия можно отрегулировать. То есть это на вкус и цвет, как говорится. Можно сделать так, чтобы оно взлетало вообще там за секунду, но будет ли это безопасно? Разница, смотри, допустим, 200 маленьких колес, и которые в основном у меня, она колоссальная, поэтому мне, допустим, это актуально. Даже мой лифт, который у меня на шиномонтажном станке, но он бывает это так напрягается, чтобы поднять колесико. Укладываем все это на монтажный стол. Убираем лифт уже одним нажатием, держать ничего не надо, лифт уже все. Убираем, примерно чуть с конца центруем, штучку просто на себя, все. Легче легко. Чтобы все это освободить, ручку от себя, доставим за это красный торчик, верно? Все верно. Ну, в принципе, довольно кайфово. Хорошая штука, интересная. Кнопочками управления приводим его в исходное положение и с этой стороны, то есть фиксируется, когда подобрали нужный зазорчик между тарелкой и колесом. И с обратной стороны есть кнопка. У нас рабочее положение, то есть рука вот так. Да, и опять же вот. Это потом, мы к этому вернемся еще. И при, допустим, работе с верхним бортом обязательно вращать шину, обязательно вращать. Чуть ниже ее закраину наколдовать, нажимаем кнопку, и она отжимает все, доходит это все до борта. Отпускаем кнопку, она сама возвращается на место. Я все верно рассказал, Денис? Да, вот теперь ничего не забыл. Опять же, да, еще один Ну, конечно. У дисков есть свобода, то есть в этом положении. Вот, да, вот это самый классный, интересный момент. Про него я думал, но забыл. Да, здесь Защита также от дебила. все верно. То есть, допустим, что-то где-то продевали, или что-то так свободно туда забежали, и поднимаем вот этот, надо в ракурс сюда, наверх. При вот таком движении, косяке на самом деле, ничего ни с ней, ни с колесиком не произойдет плохого. Очень классная мысль, хорошо, что ее внедрили в станок. Приглашаем систему Parmove, и мы ее что делаем? Оформляем, да, это? Смотрите, все, мне нужно немножко утопить борт. И отрегулировать зазор. В принципе, ничего регулировать не надо. Упираемся тупо в закраину. Хорошо, отжимаем фиксирующую пневмокнопочку. И у нас все прекрасно получается. Зазор регулируется сам и по высоте, и по диаметру. Угу, да. В данном случае, что мы можем сделать, чтобы все это разбортовать? Допустим, если у нас шина полегче, которая не требует каких-то там супер внедрений, мы убираем. Она сейчас убрана, кстати, или нет? Нет. Ага. Убираем вот эту вот монтировочную лапку и можем работать, в принципе, обычной монтировкой туда. Все, и убрал вот это нафиг, потому что монтировка, ну, мне бы не хотелось ей работать, раз у меня есть такая система классная QX. Верно? Верно. Но в случае вот этих староверов и все такое, вполне монтировка рабочий вариант. Переводим LNL в режим автоматической головки, это верно. Так, освобождаем снизу и чуть придавливаем сверху. Есть хороший зазор, ничего, справимся. И обратите внимание, под каким углом атакует клювик вот эту шину вверх, чуть наверх. И здесь ловко только надо. Раз, забираем все наверх. Понятно, что датчик здесь должен быть все-таки уже в зазоре, который освободился. Здесь при необходимости можно использовать третью руку, которая кайфово там работает, чтобы вот как раз вот момент. Когда высоты доения не хватает, я могу легко вот это быстро изменить
и давануть. Чтобы противоположный борт от вот этой монтажной головки утонул под полку и убежал в ручей. И тогда все это точно будет безопасно. Я объясню, почему, вот, Виталий, я тогда не намазал шину. Потому что, я не занимаюсь этим так, как вы, я занимаюсь по-своему. Теперь у меня, когда все это заведено, есть у меня момент, с 9 до 12 я все это намазал. И этого мне вполне будет достаточно. Во-первых, время сэкономил так неплохо, не мазая весь борт. И экономия, опять же, материала, что-то монтажного. Чуть подавлю бортик и поехали вращать. Лапа, обращаем внимание, убегает на место, скукожилась. Нижний борт можно достать также вот этой монтажной головкой. Я предпочитаю это делать, то есть и так, вот момент, когда я поднял нижний борт вот этой тарелочкой, я же могу эту кнопочку нажать, все внимание вот сюда, она сделает сюда бульк хороший, и я дальше поехал разбирать нижний борт. Безопасно, мягонько и хорошо. Кто молодец? Все, демонтирую. Можно это было через лифт, но сегодня мне это будет лень, фиг бы с ним. Вопросы, пожелания, непонятки, что-то еще, комментарии. Слушай, выглядит неплохо на самом деле. Как будто человек работает руками. Ну, бывает. Зазор сохраняется, все в том же ракурсе. Точно так же мы можем собирать все это. Шину наверх. Ну да, диск, конечно, повидал. А это менеджер по продажам. Как вы считаете, вот это можно починить или нет? Это нет. Если что. Виталька, что скажешь? Это на выброс. Это нельзя чинить, это на выброс, конечно. Я хочу услышать ответ в комментариях от суперпрофессионала. Вот эту вот функцию давайте подъемника обсудим. Когда колесо, точнее, когда подъемник в верхнем положении фиксируется, не опускается сам. А может это быть полезным? Или это лучше заменить и сделать по-другому, что пока педаль держишь, он держится, педаль отпустил, он пошел вниз. Вот может быть такая фиксация полезной функции? Еще как, она же стоит, я ее мажу. Да. В этом, да, я подготовлю. Где-то что-то я могу вот сюда бросить его, на этом же подъемнике, то есть пусть он живет. А у меня здесь всегда дрели есть для чистки. Я могу, то есть, допустим, почистить борта от этого злостного герметика, которым люди все пользуются, особенно в Европе у вас. Убрать штрих-код, который иногда приносит проблемы в Сибири у нас. Вот, поэтому фиксация лифта в верхнем положении, я считаю, это крайне обязательная тема. Если бы он у меня был. Тогда родился следующий вопрос. Вот у тебя есть функция такая, фиксация? Есть, у меня есть. Да, смазал, все вот это произошло. Напеживаем все это на диск. Убираем. Ага, педалька работает с ним. Убираем все это вниз. Кисть долой. И что у нас первым делом? Следим за вентилем. Возвращаем систему Пармук на место. Также она сохраняет хорошее свое положение, зазор, и уже можно не волноваться о целостности диска, о целостности шины. Вот это что-то не на Джулиана. Кто сможет это отремонтировать, пишите. Есть заказ. Далее. Есть, я так понимаю, несколько моментов, чтобы все это нормально зачекерпонить внутрь. Во-первых, помогать можно верхней тарелочке, чуть схватив уже зазор вот этот. Помогать можно крючочком, который утопает под эту тарелочку. И также помогать можно вот этой третьей лапой, которая работает в обоих направлениях. И уголком обычным, если это надо, и с такими вот ступеньками, если это надо. И система чистая, разработанная итальянская лет 100 примерно назад, когда у нас были только камерные колеса. Ее аналоги вы можете увидеть в России, и когда вы выучите историю, поймете, откуда ноги растут. Я правильно все сказал? Потому что я учу историю, шиномонтажное искусство. Все, также не забываем, что якобы у нас датчик давления, либо вентиль, который может повредиться. Выбираем нужное местоположение и начинаем потихоньку все это вращать. И когда все эти три штучки одновременно работают, что там? Ну-ка, ты голосом говори. Сказать голосом? Да. Ну, мы не то чтобы прям настоящие шиномонтажники, но хотя бы. от настоящих слышали, что вот это вот нравится, да, что можно немножко прижать,
поддавить, насколько это нужно, да? Чтобы работать бережно, аккуратно и без... Слушай, я скажу так, может быть, в 98 случаях теста это никогда не понадобится. А вот те 2 случая, которые прям на тоненького, вот она будет супер необходима. И выручит. И выручит. Или зафиксит хотя бы нормально. И направит под тарелку, снизит нагрузку на борт и, соответственно, снизит риск что-то там повредить. Разорвать. Свое здоровье от клиента, допустим, если он будет скандалить по этому поводу, как минимум. Легко и неинтересно. Эта штучка убежала на место, пармух возвращаем в небо, немножко убираем это, но не убираем вообще. Так, ставки на то, что она будет держать давление. Давай, 50 на 50. Не сильно много. Хорошо. Пойдем. Посадил. Ё-моё. Конечно, шина 400 раз на дню разбирается, собирается посадить. Супер, красавчик. Учитесь, студенты. А всю жизнь ключи подавать будут. Не-не-не-не-не. Сейчас давление, когда есть именно в шине, там все нормально. Так, чуть-чуть. Она все равно, видишь, все. Чуть поддавили, лишний воздух когда убежал, шина наиболее грубее здесь. Убираем. То же самое снизу. То же самое снизу, надо там ракурс взять, вот это все. Убегаем. Все, и таким образом, то есть шина сидит намного ровнее, чем она могла бы просто от давления ее выбежать. Вот На эти каком борта. давлении ты это делаешь? На каком На давлении? рабочем нормальном давлении. То есть, когда выставил 2-2,5, сколько там требуется, тогда только и делаю массаж. Здесь я не стал много качать, чтобы просто времени не терять. И все, и не более. Освобождаем. Лайки, репосты. Поднимаем вниз. Я надеюсь, ты же снимаешь? Какой ты молодец. И убираем вот это все. На этом все. Монтажникам к чему стремиться? То, что есть у нее, чего нет у других. Функционально уже установлен лифт. Вторая опция, которую мы попросили сразу поставить, это модуль грудной накачки с удобным раструбом. Ресивером здесь выступает колонна станка. Виталька Дунька. Да, здесь специальный клапан, соответственно, он относится Защита от дебила. к диску, да. Соответственно, Нехило. все подходит. Но больше, да, мне интересно теперь вот про эту системку отжима бортов. И я так понимаю, забегая вперед, если все у нас пойдет удачно, я этой же системой, не как в прошлый раз мы станок, который рассматривали, а именно этими роликами, я могу делать массаж бортов, который в моем мире очень необходим, чтобы посадить шину круглее. Верно я говорю? Все верно, да. Фишка как раз таки запатентована от Джулиана, Center Driving Concept она у них называется. То есть суть в том, что эти диски, они направлены не строго на центральное отверстие колеса, получается. Ну, если посмотреть, они немного смещены. То есть такая геометрия, она позволяет как бы вытягивать, оттягивать борт, легче производить отрыв. Вот. И, соответственно, очень интересная система с точки зрения проникновения именно диска. Могу продемонстрировать, но для того, чтобы посмотреть, отдельная кнопка сзади на пульте, она позволяет как бы подвести звук. Подзакраиваем. Да. И Чтобы ловить значительно четко на борт, не на боковину. Все верно, именно на бортовое кольцо. Есть такие сложные шины, есть. Не так все легко на самом деле разбирается, как все думают, что вот этими роликами раз все разобрал и в дамке. Нифига, есть шины, с которыми долго и много тренируешься. Поэтому идеи, которые здесь воплощены, но они облегчают вот выполнение этих задач. Что дальше интересного здесь в станке? Потому что очень интересно. Установлена система пармов. То есть этот станок также можно поставить вплотную к стене. Вот. Очень удобное управление, подведение монтажной головки.
Все просто, быстро. Зафиксировали. Опять же, соответственно, система LNL, которая позволяет работать с монтажкой и без монтажки. То есть у нас монтажный крюк, который может регулироваться в любом положении рычагом управления, либо просто убираться, и у нас получается площадка вот как раз таки для монтажки. И насколько я помню, такой штучки у нас не было. На ней стоит заострить внимание, которая зажимает. Как она называется, как действует. Она супер-мега быстрая, то есть достаточно просто установить колесо, вставить, соответственно, зажимное устройство, потянуть и все. Все, Это весь процесс зажима и освобождение. и освобождения. Так, Виталий, есть еще вопрос интересный. Резинки вот эти. Резинки это И вот из сама система схемы. стандартного комплекта, да. Здесь в комплекте изначально шел спейсер, то есть он здесь установлен. Вот. Он для каких целей примерно служит? В чем он должен нам помочь? Вообще он здесь все время стоит. Но бывают диски, да, с Бывают. Они очень разнообразны. привалочной поверхностью такой, что каким-то образом она может здесь либо провалиться, либо наоборот, там ей нужна какая-то дополнительная опора. Вот. Поэтому все это предусмотрено. Соответственно, опционально доступны комплекты закрепления для колес там, с большим центральным отверстием. Да? На наш взгляд, наверное, вот это будет самый ходовой двухсторонний конус, то есть его можно и так использовать, и так. По коммерческому транспорту. Да, для коммерческого транспорта тоже есть, соответственно, планшайба и конус, что тоже для зажима. Я могу так выполнить? Все верно. То есть вот это у нас верхняя часть получается. Вот, все это есть. И вот такой небольшой конус, это для железных дисков небольшой толщины, как вы выразились. Но тут, опять же, есть такая геометрия, когда Есть. не хватает, так скажем, Глубины. Не хватает глубины, чтобы конус зажал диск к этому столу монтажному. Верно? Все верно. Ну, то есть необходима проставка. Вот, пожалуйста, эта проставка. Все, Виталий, вот эту мне штучку еще расскажи. Я помню, что с прошлого раза мы уже заостряли на ней внимание, но она такая интересная, классная, и я думаю, следует повторить точно. Хелпер, да, или третья рука. Есть возможность регулировки по вертикали, плюс одна из основных фишек в том, что она имеет, так скажем, автоматическое позиционирование в обратном, в своем изначальном положении, когда мы монтируем верхний борт, у нас происходит процесс, соответственно, движения третьей руки, и в момент завершения Она сама автоматически выбирает отводится условную позицию. Какая она в молодец. изначальное положение. Вчера тренируюсь, объясняю с этими шинами, монтажом и все такое. То есть регулирование вот этой всей штучки, всего поршня по высоте помогает либо возвращать ее и убегать над высотой шины, над верхним бортом. В то же время, если сильно многое подниму, то мне может иногда не хватить вот этого расстояния, чтобы задавить борт. На каждой шине или что-то где-то предпочитаем мы большая часть автомобилей широкими колесами или там где-то узкими. Ну то есть стоит один раз регулировать, и тогда все это нормально работает. И убегает домой вполне себе приемлемо.